Всем здравствуйте, с вами Татьяна. Сегодня я буду вязать вот такая вот у меня модель. Вот такие вот тапочки-следочки сегодня буду вязать на видео. Связаны спицами. Для вязания я использую чулочные спицы, 2 спицы. При необходимости беру еще и третью. Значит, спица у меня номер 2,5 сегодня. Вязать я буду 2 цветами. Слитки получились довольно-таки плотные, на ноге сидят хорошо. На размер они у меня вышли 38-39. На меньший размер по ширине, по мысу будем на пару петель уменьшать. Опять же, примерять можно. И также регулировать длину. В процессе вязания я отвязанные детали измеряла в сантиметрах. Ну и по размерам тоже, где увеличивать, говорила. Значит, так, теперь... Далее, что пряжа у меня какая? Белый цвет в 100 граммах 240 метров. А вот этот вот был 250 метров. Они особо не отличаются. 240, 250. Значит, опять же, но бывает пряжа разная. Метраж один и тот же, а вяжешь, и вот разница в плотности такое встречается. Вязать, значит, можно в любом цвете. Вот вам хочу еще показать на темном фоне, как выглядит. Выбор цвета за вами. В любом цвете можно их связать. Вот так вот. Значит, на маленький размер что еще можно сделать? Вот смотрите, я начала новую пару сейчас. Взяла спицы попробовать номер 2. По времени, больше времени занимает, но довольно-таки вот плотные получаются. Эти тоже плотные, но эти еще плотнее получились. Вот. И по ширине, конечно, вот уменьшается сразу вот на размер. Вот так вот скажу. Хотя я эти также буду вязать на 38-39. Так что вот, мне понравилось. Можете также попробовать на спицах номер 2. Если, допустим, вы вяжете свободно, не очень плотно. Вот так вот. Так, ну что, вроде бы основное все сказала. Что не сказала по ходу вязания, значит, договорю. Все, девочки, иду вязать. Сняла с манекена. Сейчас я вам его замерю в сантиметрах. Значит, в длину полностью весь следок у меня сколько здесь получается? 23 сантиметра в длину. Длину можно увеличить без проблем. И ширина, ну вот смотрите, 9. Хотите повыше, значит, по ширине добавим еще пару петель. Опять же, сейчас буду вязать, и отвязанные детали буду измерять в сантиметрах. Начинаем вязание. Спицы номер 2,5. Вязание начинаю вот с этой части, с верхней, с язычка. Для этого я наберу 13 петель и провяжу 1, 2, 3, 4, 5. 5 изнаночных вот таких дорожек. На размер вот 40 я провязала также 5 изнаночных дорожек, но набирала 15 петель. А так остальное далее все вязала по той же схеме, по тем же расчетам. Так, обычным способом набираю 13 петель. Набираем петли. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 у меня. Теперь далее все вяжу лицевыми. Каждый ряд провязываю лицевыми. Кромочную петлю я буду провязывать изнаночной. Так я провяжу, пока у меня не будет 5 изнаночных дорожек. Одна изнаночная дорожка — это 2 ряда лицевыми петлями. Так, провязали первый ряд, развернулись, вяжем второй ряд. Высоту язычка провяжем. Провязала я 1, 2, 3, 4, 5, 5 изнаночных вот таких вот дорожек. Хвостик у меня слева. Теперь далее перехожу к узору. Значит, сейчас будем вывязывать мыс. Узор вяжется на основе, это лицевая гладь. То есть по лицевой стороне все петли лицевые, по изнаночной стороне все петли изнаночные. 3 петли у нас будут идти с белым узором, обвиваться белым цветом, 2 петли основным цветом. Вот так вот, значит, с боковых сторон по 5 петель платочной вязкой,
Потом идет накид и в середине узор. Опять перед 5 платочными петлями, которые мы будем вязать лицевыми, платочная вязка лицевыми петлями у меня, также идет накид. Будем расширять этот мыс. Так, ну, в общем, все по порядку. Давайте. Так, первый ряд вяжем. Узор будет состоять из 4 рядов. Ну, я сейчас все провяжу попетельно, шаг за шагом. Значит, 5 петель вместе с кромочной считаю. Платочная вязка лицевыми провязываем 1, 2, 3, 4, 5. Накид от себя набросили. Теперь средние 3 петли лицевых провязываем 1, 2, 3. Осталось у нас 5 петель. Опять делаем накид и провязываем 5 петель лицевыми, кромочную провязываю изнаночной. Это лицевая сторона у нас. Так, довязали. Переходим на изнаночную сторону. Изнаночную сторону вяжем по узору. Кромочную снимаем. Теперь здесь у нас платочная вязка, петли. Провязываем их лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5. Далее накид. Если не хотите, чтобы оставалась дырочка, накид, чтобы не было вот этой вот дырочки, накид можно тогда вязать перевернутым, перекрученным, то есть вот так вот его перекрутить и провязать. Я оставляю с дырочкой, только в последнем ряду, ближе к подошве, я буду перекрученным, пару рядов провяжу. Все, накид я также провязала изнаночной. Средние 3 петли по узору провязываю изнаночной. Опять накид провязала изнаночными. И 5 петель провязываю лицевыми и кромочную провязываю изнаночной. Так, перешли на лицевую сторону. Сейчас провяжем еще лицевой и изнаночные ряды по узору, а далее уже буду делать узор, вводить. Первую снимаю. 1, 2, 3, 4, 5 петель провязала. Кромочная и 4 лицевых. Далее опять у нас один накид. Средние теперь петли вместе, вот, которые накиды были у нас в предыдущем ряду, провязываем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5 провязали. Опять делаем накид и боковые петли провязываем лицевыми. 5 петель вместе с кромочной провязываем. Провязали, перешли на изнаночную сторону, провязываем точно так же, как вязали в предыдущем ряду. Первую петлю снимаю, оставшиеся 4 петли я провязываю лицевыми. Теперь средний, ой, накид слетел, смотрите у меня. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Средние 7 петель провязываю изнаночными. Провязала, осталось 5 петель, 4 провязываю лицевыми и кромочную провязываю изнаночной. Перешли на лицевую сторону, подвязали белый цвет. Далее продолжаем вязание. Провязываем 5 петель боковых. 1, 2, 3, 4, 5 провязали. Один накид. Теперь у нас 7 петель. Средние 3 петли будут с узором. 2 петли провязываем основным цветом. 1, 2 провязали. 2 лицевых провязали. Далее белый цвет. Вяжем узор. Подвязали белый цвет. Значит, первый ряд это у нас нить перевели вперед. Провязываем 3 петли лицевыми. 1, 2, 3 провязали. Нить назад забросили. Далее продолжаем вязать по узору. Опять 2 лицевых провязали точно так же, как в начале. Один накид.
и боковую сторону 5 петель, провязываем 4 лицевыми и кромочная, изнаночная. Перешли на изнаночную сторону. Первую снимаем, 4 петли опять провязываем лицевыми. Средние петли мы все провязываем изнаночными. 1, 2, 3. Вместе с накидом 3 петли. Теперь дошли до середины, 3 петли, которые у нас были белым цветом. Опять мы нить, это второй ряд узора у нас, нить. Теперь завели за работу, забросили ее. Опять эти 3 петли провязываем. 1, 2, 3 провязали. И нить перевели. Вот у нас получается такие вот 2 белых протяжки. Далее довязываем все по узору. 1, 2, 3 изнаночных петли вместе с накидом провязали. Осталось 5 петель боковых. Провязываем лицевыми петлями и кромочную провязываем изнаночной. Третий ряд узора, переходим на лицевую сторону. Опять провязываем 5 петель и делаем прибавку накид. 1, 2, 3, 4, 5 провязали, одну прибавили. Далее провязываем опять здесь лицевыми. Далее это у нас третий ряд узора. Средних 3 петли. Первую провязываем лицевой. Потом поднимаю эти 2 протяжки. Среднюю провязываем лицевой. И провели через протяжку. Еще раз. Спицу ввела. Захватила. Протянула. Сняла. Все, далее вяжем по узору, опять вяжем лицевыми и делаем прибавку. Последние 5 петель провязываем платочной вязкой, лицевыми 4 петли и кромочной у нас изнаночной. Четвертый ряд по изнаночной стороне все петли провязываем по узору. Первую снимаю, 4 петли лицевых провязали. Далее среднюю часть мы провязываем изнаночными. 4 средние петли изнаночные и крайние платочной вязкой 5 петель. Так, провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 у нас в середине на данный момент. И осталось 5 петель. Провязываю лицевыми. Провязали, все, узор закончен. Теперь переходим на лицевую сторону и заново с первого ряда у нас повторяется узор. Опять я буду сейчас вязать все то же самое. Значит, смотрите, новый узор, когда я буду вводить, между узорами у меня 2 петли основного цвета, вот 2 петли зеленых. Когда у меня вот здесь образуются 3 петли новых с помощью накида, у нас петли образовываются, тогда я введу новый узор. Тогда опять буду делать обвитие. Сейчас у меня здесь еще 3 петли не вырисовываются, поэтому смотрите, вот как я сделала. 2 у меня получилось, потом вот добавила еще по одной, образовалось 3 петли, опять узор ввела. И вот так вот до конца. Буду сейчас так вязать мыс, расширять, пока у меня, сразу скажу, не будет вот здесь 19 накидов, 19 вот таких вот дырочек. Поэтому я вязала с дырочками, чтобы было проще посчитать потом и объяснить. Так, продолжаю дальше вязать. Давайте сейчас провяжу еще несколько рядов. Опять все то же самое. Первую сняли, 5 петель провязываем платочной вязкой. 1, 2, 3, 4, 5 провязали вместе с кромочной, считаю. Далее опять у нас один накид идет. Теперь 4 лицевых провязываем. 1, 2, 3, 4 провязали. Теперь опять узор.
Нить перевели вперед, перед работой, провязали 3 петли, нить назад завели, довязываем петли все лицевыми, 1, 2, 3, 4, провязали, 1 накид сделали, и оставшиеся петли, 5 петель вместе с кромочной, это у нас платочная вязка. Провязала 4 петли лицевыми и кромочную провязываю изнаночной. Так, первый ряд опять мы повторили, первый ряд узора, перехожу на изнаночную сторону, второй ряд узора вяжем. Значит, боковая часть у нас здесь идет все по узору, опять 5 петель провязываем, первую сняли, 4 петли провязали мы лицевыми. Далее средняя часть у нас изнаночные петли, 1, 2, 3, 4, 5. 5 изнаночных провязали. Теперь опять нить переводим за работу. 3 петли провязываем и опять переводим нить. 1, 2, 3 провязали. Опять нить перевели. 2 белых протяжки опять образовалось. Продолжаем вязание. 1, 2, 3, 4, 5 петель изнаночными провязали. Крайние 5 петель боковые мы провязываем лицевыми, платочной вязкой, и кромочную провязываю изнаночной. Так, это у нас второй ряд, это у нас первый был по лицевой, второй по изнанке. Теперь третий у нас опять лицевая сторона, да, первый, второй, третий, правильно. Опять все то же самое провязываем. 1, 2, 3, 4, 5 петель провязали, сделали прибавку. Так, здесь у нас уже 3 петли нарисовалось, но еще время узора не пришло, поэтому мы в следующем ряду здесь уже будем вводить новый узор. Прибавку сделали, провязываем следующие петли лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь узор, третий ряд узора. Первую петлю провязываю средние 3 петли, вяжем. Первую петлю провязала лицевой, среднюю петлю провязываю лицевой, для этого спицу ввела под 2 протяжки белых, провязала петлю и вытянула ее, вот так вот подняла. Все. Далее продолжаю вязать все лицевыми. И перед последними 5 петлями не забываем делать накид. Осталось 5 петель, провязываю лицевыми. Довязали до конца. Изнаночная сторона провязываем по узору. Так, провязываем опять первую сняла, 4 петли лицевых. Это 4-й ряд у нас получился, последний ряд узора. Среднюю часть мы все провязываем петли изнаночными. Здесь только кромочные провязываем лицевыми. Ой, кромочные, боковые петли, извините. Боковые платочной вязкой мы провязываем. Значит, довязываем сейчас изнанку до конца. И со следующего ряда опять начинаем вязать новый узор. Сейчас я начну. Там далее уже будем вязать самостоятельно, расширять мыс. Так, провязали. Последние 5 петель осталось. Провязываю 4 петли лицевыми. Кромочная у меня изнаночной. Перешли на лицевую сторону. Новый ряд узора. Добавляю новый узор, продолжаю вязать. Первую снимаем. 4 петли лицевых. Один накид. Теперь смотрите, средние 3 у нас с узором. Между каждым полоской узора у нас по 2 петли основным цветом. 2 петли, и вот они 3 будут с обвитием, с узором новым. Значит, после накида здесь у нас идет 1 лицевая петля, провязываем. Далее нить перевели вперед, провязываем 3 петли. 1, 2, 3. Опять нить назад завели. Между узорами 2 петли лицевых. Опять нить перевели вперед.
3 петли провязали, 3 лицевых провязали, нить назад завели, следующие 2 петли лицевые, и опять у нас узор 3 петли с обвитием с белым, нить вперед перевели на себя, 3 петли провязали лицевыми, нить за работу завели, 1 лицевая, 1 накид, и оставшиеся петли провязываем. Ой, что у меня петля перекрутилась. Провязываем платочной вязкой лицевыми петлями. Так, переходим на изнаночную сторону. Второй ряд опять у нас повтор идет. Второй ряд узора. Провязываем 5 петель, 1, 2, 3, 4, 5 платочной вязкой. Провязали кромочная плюс 4 лицевых. Теперь средняя часть у нас изнаночные. 1 изнаночная, 2 изнаночная. Далее у нас идет узор, начинается 3 петли. Мы опять нить переводим за работу. Получается у нас 2 белая протяжка. Провязываем 3 изнаночных петли. 1, 2, 3 провязали. Опять нить перебросили. Далее 2 петли основным цветом опять провязали. Опять узор у нас начинается. Опять нить перевели. 3 петли изнаночных провязали. Опять нить перебросили. 2 петли провязали. Далее опять у нас новый узор. Это второй ряд по изнанке у нас. Свяжем. Опять 3 петли изнаночных узора провязали. Нить опять перевели. Довязываем 2 изнаночных осталось вместе с накидом. И петли, платочная вязка, боковые. Боковая резинка, вот так вот ее можно назвать. Значит, провязала 4 лицевых и кромочная у меня изнаночная. Так, провязали. Третий ряд, лицевая сторона. Все то же самое, как делали в предыдущих рядах. Первую сняла, провязываем 1, 2, 3, 4, 5 петель провязали, сделали прибавку, накид 1. Теперь далее 2 петли провязываем лицевыми. Далее 3 петли узора провязываем. Это третий ряд. Первую провязали, также провязываем их лицевыми. Вторую также провязываем лицевыми. Спицу ввела под протяжку, петлю провязала и вытащила. Опять лицевая. Между узорами 2 лицевых провязали. 3 петли опять у нас лицевых, узор. Провязываем первая лицевая. Спицу под протяжку ввели, среднюю петлю провязали, вытащили. Третью провязали. Опять 2 лицевых петли провязываем. Между узорами 2 лицевых петли провязали. И последний узор 3 петли провязываем. Первую провязали, вторую среднюю, то есть провязываем, спицу сначала ввела под 2 петли, захватила, провязала и вытащила, вот так вот подняла. Все, и так до конца ряда. Довязываем теперь лицевыми. Не забываем делать 1 накид и в конце 5 петель платочной вязкой. Довязали. Это у нас третий ряд был. Четвертый по изнаночной стороне. Провязываю зеленым цветом своим основным по узору. Значит, первые петли у нас 5 петель, это платочная вязка вместе с кромочной. Считаю 1, 2, 3, 4, 5. Средние петли мы провязываем изнаночными. 1, 2, 3, 4, так до конца. И последние петли провязываем также платочной вязкой. Довязали изнаночную сторону до конца. Переходим на лицевую сторону. Так, что у нас здесь получается? Вот так вот получается, смотрите. Теперь опять у нас новый узор идет. Мы закончили по изнанке 4 ряд. И все заново. Теперь провязываем опять 5 петель боковых. Провязали 1, 2, 3, 4, 5 провязали. Сделали прибавку, накид сделали. Теперь
вот 3 петли узора. Далее у нас должно быть 2 петли между узорами. Здесь остается одна. Новый узор еще не получается. Поэтому, как я уже раньше говорила, вяжем. Когда образуются новые 3 петли, мы их вводим в узор. Все. Провязываем. Все то же самое теперь. Так, провязали. Далее 3 петли с узором. Опять нить вперед на себя. То есть 3 петли провязываем. Повтор у нас идет. Нить завели назад и продолжаем вязать между каждым узором, между каждыми этими белыми полосками по 2 петли лицевых. Опять нить вперед перевели, 3 петли провязали лицевыми, нить завели назад и продолжаем вязать. Значит, сейчас так будем вязать, расширять. Вот у меня будет 19 накидов по бокам, я к вам вернусь и будем вязать дальше. Все, далее повтор. Все то же самое, что вязали в предыдущих рядах. Заканчиваю я вязать мыс. Значит, сейчас у меня, что я здесь провязала, 19 накидов. Вот по дырочкам посчитала, 19 накидов. По узору у меня получается сейчас лицевая сторона будет третий ряд узора. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 узор. На спицах 51 петля. Теперь сейчас я этот ряд провяжу без накидов и с изнаночной стороны начну закрывать подошву. Вот так вот я сделаю. Если размер 40 или нога широкая, можно сделать еще по одному накиду. И потом у нас по итогу будет 53 петли. Так, теперь, значит, сейчас весь ряд провязываю без накидов. И третий ряд узора закончу. Вот так вот, смотрите. Так, все то же самое провязываю, только накидов не делаю теперь. Первые 5 петель платочкой провязала. Далее все петли вяжем лицевыми. И заканчиваю последний, предпоследний, то есть последний у нас по изнанке, 4 ряд узора. Так, здесь 3 петли провязываем, первую провязали. Далее поднимаем белые протяжки, среднюю петлю опять провязали. И опять вяжем лицевыми. Между узорами 2 петли провязала. Опять первую провязала. Среднюю петлю провязала, протянула под белыми протяжками. Вяжем до конца. Довязали ряд до конца. Все, я закончила на этом. Теперь по изнаночной стороне вяжу подошву. Значит, вот средние 15 петель я беру на подошву. По 18 петель берем на боковые спицы. Значит, я сейчас переброшу 18 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Вот эту ниточку протяну вот так вот свободненько. И когда сейчас буду закрывать подошву по методу пятки, эту нитку буду подхватывать и подвязывать. Значит, теперь провязываю 15 петель подошвы. Один, два, три, 4, 5. Так, довязала я до последней 15 петли. Теперь 15 петля соединяю с петлей с боковой спицы. 2 вместе провязываю изнаночной петлей. Соединила. Теперь лицевая сторона вяжу на 15 петлях и крайние петли соединяю с петлями с боковой спицы. Так, белую нитку я вот сюда протяну, потом ее также подхвачу, подвяжу. Далее вяжем
Первую снимаем, продолжаю вязать по узору. Белый цвет, опять перебросила. Вяжем по узору 15 петель. 1, 2, 3. 3 петли узора после кромочной идет сразу. Провязали. Далее между узорами у нас 2 петли лицевых зеленым провязали. Опять 3 петли белым узора провязали. И так до последней петли. Последнюю петлю будем соединять с петлей с боковой спицы. 2 вместе провязывать. Довязали до последней 15 петли. 15 петля вот у нас и петля с боковой спицы, 2 вместе соединяю. И сразу вот эту вот оставленную ниточку зеленую я подхватываю, подвязываю ее. Так, все, теперь перешли на изнаночную сторону. Продолжаем вязать 15 петель по узору. Первую сняла. Далее у нас идет 3 петли узора. Нить опять я перевела. Продолжаю вязать точно так же, как я вязала мысок. Провязываю по изнанке второй ряд. Получается у меня здесь по изнаночной стороне. 3 петли провязала, перебросила. Далее 2 петли опять провязали. Опять перебросили нить за работу. Опять 3 петли провязала. Нить перевела на изнаночную сторону. Опять 2 петли провязала. Нить перевела. 3 изнаночных. Опять нить к себе перебросили. И последняя 15 петля. И петля с боковой спицы. 2 вместе соединяю. Изнаночной петлей провязываю. Подтянули. Продолжаем вязать по узору. Первую сняли. Третий ряд у нас узора. Вяжем подошву. Так, провязываю 15 петель. И последнюю петлю по лицевой стороне я соединяю лицевой петлей. 2 вместе провязываю, а по изнаночной стороне изнаночной петлей. Значит, так будем сейчас вязать, соединять крайние петли с петлями со спицы, пока все петли не закончатся, понятное дело. Так, продолжаем, вяжем по узору. Провязали. Все, провязали по узору. Последняя петля осталась. Соединяем с петлей с боковой спицы. 2 вместе провязала. Все соединила. Теперь у нас изнаночная сторона. Перешли. Первую петлю снимаем. Оставшиеся петли мы здесь провязываем все изнаночными. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и последняя 15 петля. Вот она. Соединяем изнаночной петлей. Все. Соединили. Подтянули. Перешли на лицевую сторону. Опять у нас новый узор начинается. Первую петлю мы теперь снимаем кромочную. Переводим опять белый цвет, вот нить. И начинаем вязать новый узор. Значит, довяжу, соединю все петли. К вам вернусь и будем вязать дальше. Вяжем, соединяем петли подошвы. Закончила я соединять все петли. Вот такая вот деталь у меня получилась. Передний мыс. Теперь, значит, последний ряд, где я остановилась. Вот у меня 2 протяжки белым цветом, 2 ряда, то есть первый и второй по изнанке. Пришла я в начало ряда. Здесь у меня осталась одна незакрытая петля. Здесь последнюю петлю закрыла. Теперь что я дальше сделаю? Сначала вот с правой стороны наберу петли, потом провяжу подошву, вот эту вот закончу, потом наберу с левой стороны и начну вязать по изнаночной стороне. И новый узор опять у меня будет с лицевой стороны. Вот так вот. Значит, теперь с помощью крючка я буду набирать петли. С каждой стороны наберу по 19 петель. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5. 5 зубчиков вот этих вот язычок мы отступаем. И теперь набираем. Так,
Так, вот зеленую нить сразу протяну сюда и буду ее подхватывать. Так вот. Немножко свободно здесь надо этот конец оставить. Все, набираем, значит, одну с-под низу ввела, подхватила ниточку, а следующую сверху захватила, вытащила петлю на спицу, опять одну с-под низу, одну сверху. Набираем петли таким способом. Значит, 19 и 15 посередине, 38 и там 15, получается 53 петли у меня. Как я уже говорила, если размер большой 40-й, вы набирали на пару накидов больше, то у вас выйдете на 55 петель в итоге. На пару петель будет больше. Опять захватила, вытащила. Так, по одной набираем. Так, заканчиваю набирать петли. Я и белую нить тоже протянула, сразу забыла это сказать. И белую, две вместе, я их вот так вот подвязала при наборе. Потому что здесь нам сейчас белая больше не нужна, а следующий ряд у нас будет узор начинаться. Так, все, закончила набирать. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Далее подошву провязываю по узору. Это у меня получается третий ряд, да. Значит, провязываем первая лицевая, далее опять лицевая, среднюю петлю поднимаем 2 белых протяжки, среднюю петлю мы провязываем, протягиваем под белыми, как вязали в предыдущих рядах, так и провязываем далее. Провязываем петли подошвы до конца. Тогда вязала, здесь у меня осталась одна незакрытая петля, я ее закрываю. Все, и теперь точно так же по этой стороне я набираю 19 петель. По двумя дужками ввожу крючок под крайней вот этой вот цепочкой. Вытащила петлю и на спицу. Вытащила петельку на спицу. Набираем петли. Так, продолжаю. Набираю петли, заканчиваю. 19. Все, набрала. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Все. Теперь разворачиваемся. Закончили набирать. 53 петли у меня на спице. Значит, с каждой стороны здесь 5 петель и здесь 5 петель. У меня будет платочная вязка, лицевые петли. Остальное все вязание лицевая гладь, то есть по изнанке изнаночные петли, по лицевой стороне лицевые петли. И точно так же я буду продолжать вязать узором. Первую снимаю, 4 петли провязываю лицевыми. 1, 2, 3, 4. Теперь оставшиеся петли, не довязывая 5 петель, полностью все петли провязываю изнаночными. И последние 5 петель также провяжу лицевыми. Здесь петли вот у меня перекрутились. При наборе я не обратила внимания, как я вытягивала петлю. Значит, провязываем все изнаночными и последние 5 петель лицевыми. Провязала все петли изнаночными, осталось у меня последние 5 петель, провязываю лицевыми. В каждом ряду я эти первые и последние 5 петель буду провязывать лицевыми петлями. 1, 2, 3, 4, ну и кромочная изнаночная у меня. Все, теперь переходим на лицевую сторону. Далее сейчас заново будем начинать вязать узор и вяжем длину до пятки. У меня будет вот по этим птичкам, галочкам посчитать 12 раз узор на 40 размер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. На 40 я вот 13
вот этих вот узоров провязала, а на 38-39 12. Так, все, теперь вяжем. Значит, все точно так же, вот как мы узор вязали на мысе, так я и продолжаю вязать. Первая кромочная снимаю, далее 4 петли лицевых. Это у нас крайняя резинка. 1, 2, 3, 4, 5 петель вместе с кромочной. Провязали. Теперь далее, если у вас другое количество петель, допустим, просчитайте, с какой петли у вас должен начинаться узор. Вот я просчитала 3, 2, 3, 2, 3, 2. И остается 3 петли, значит начинаю я с 3 петель. Белый цвет перевели наперед. Все, поехали, вяжем узором. 3 петли провязываем. 1, 2, 3, провязали. Опять нить завели, назад, провязываем 2 петли и продолжаем в том же духе. Опять первый ряд узора вяжем сейчас. Опять нить вперед, 3 петли провязали, нить назад, продолжаем. Продолжаем, вяжем по узору. Между узорами у нас 2 петли. Так, опять здесь нить вперед. Один, два. Три петли провязали. Опять нить завели назад. Продолжаем вязать. Так, вяжем до конца ряда. И последние 5 петель мы провязываем лицевыми петлями. Довязываю ряд до конца. Последние вот 3 петли обвития белым цветом у нас. Это у нас первый ряд узора. Все, довязали. Осталось 5 петель. Мы их провязываем платочной вязкой лицевыми петлями. Все, первый ряд узора закончен. 53 петли у меня на спице. Продолжаю вязать по узору. Длину до пятки провязываем. Переходим на изнаночную сторону. Второй ряд узора вяжем. Первые 5 петель провязываем. Первую сняла, вторая, третья, четвертая, пятая. Далее вяжем второй ряд по узору. Все остальное узор я вам весь показала, как он провязывается, поэтому повторять сейчас все то же самое не имеет смысла. Значит, второй ряд провяжем по изнанке, третий, понятное дело, по лицевой стороне. И потом пойдем после четвертого ряда на повтор. Провяжем нужную длину. Я к вам вернусь сейчас, довяжу до пятки. Так, вяжем длину до пятой. Встречаем. Провязала я длину до пятки. Значит, у меня по узорчикам посчитать 12 вот таких вот узоров будет в сантиметрах. Это у меня вот полностью от мыса и до пятки 21 сантиметр. У меня на 38-39 проходит, даже ближе, наверное, к 39. Если вам меньше нужно будет длину, последние ряды, вот 11 узоров туда провязать. Если на 40, как я говорила, тогда можно 13 узоров. Или же просто последние 40 рядов без узора провязывать. Теперь перехожу, задник буду вязать. Так, полотно в ширину, вот это вот, давайте замеряем тоже. Они не очень высокие получились, но не мелкие, но не очень высокие. Ну вот, 19, да, 19. Хотя я напополам мерила, было 9. Ну, аж сгибается. Пятку буду вязать точно так же, как я вязала вот эту вот подошву в начале. 15 петель и закрывала. Те же самые сейчас 15 средних петель. Я оставляю на пятку, довяжу до платочной вязки, а там немножечко потом убавлю. Точно так же сейчас буду провязывать. Так, теперь боковые петли я переношу на спицу. Боковые 19 петель, да, я переношу на спицу, оставляю средние 15 и начинаю вязать пятку. Опять точно так же я перекидываю петли. Можно, конечно, здесь провязать, но я перебрасываю ниточку, протягиваю.
Так, все, распределили вязание. Вот они, средние 15 петель. Нитку перевела. И начинаю вязать теперь. Протянула. Первую петлю провязываю. Далее у меня идет узор с первого ряда опять. И продолжаю вязать по узору. И последнюю петлю соединяю с петлей с боковой спицы. Провязываем по узору. Провязала по узору, осталась у меня одна петля, последняя, 15-я. Теперь переношу на боковую спицу. 2 петли провязываю вместе лицевой. Все, так, передняя часть. Переходим на изнанку, опять все то же самое, второй ряд узора. Это у нас пятка, первую сняла, провязываю по узору и 15-ю петлю соединяю с петлей с боковой спицы. 2 вместе провязываю изнаночной петлей. Опять 3 петли провязала, второй ряд, перебросила. Что тут у меня? 2 петли, 3, 2, 3, 2. Провязываем изнаночную сторону. 3 петли провязали, опять 2 петли, последние 3 петли провязываем и кромочная. 1, 2, 3. Все, и кромочную 15-ю соединяю. Кромочная и петля с боковой спицы, 2 вместе соединили, провязали. Перешли на лицевую сторону, опять продолжаем, провязываем по узору 15 петель и последнюю 15-ю соединяем лицевой петлей. Довяжу вот до резинки вот этой вот, к вам вернусь. Довязываю пятку. Значит, что у меня здесь осталось? Вот с левой стороны у меня осталось 5 петель платочной вязки резинки. И здесь 5, и еще вот одна петелька. Узор я вот закончила, да? Теперь, далее я сейчас перейду на платочную вязку сразу. Лицевыми петлями буду вязать. Закрыла петлю, осталось 5 петель. Теперь первую петлю снимаю. Все провязываю до конца лицевыми. Так, провязала, осталась у меня последняя вот кромочная петля. И здесь у меня 6 петель. Значит, что я сейчас сделаю? Соединяю последнюю петлю и петлю с боковой спицы, но не одну возьму, а 2. Один раз вот здесь вот в начале убрала 2 петли и 1 кромочная. Получилось 3 вместе, провязала. Все, теперь у меня здесь осталось 4, здесь 5. Потом в конце ряда здесь я также закрою в последнем ряду 3 вместе. Теперь ряд у меня изнаночный, продолжаю вязать. Первую снимаю, теперь сделаю одну убавку, оставлю 13 петель. Первую сняла, одну петлю провязала, 2 вместе, одну, то есть убавила в начале ряда, и также одну убавлю в конце ряда. Далее буду вязать все лицевыми рядами, у меня будет 13. Если на 40 размер вяжете или верх вот этот вот широкий, то можно убавить еще одну, оставить 11 петель. Мы будем обвязывать крючком в итоге, и там верх немножечко соберется. Так, что у нас здесь осталось? 4 петли, 2 вместе провязываю, убавила одну в конце ряда, предпоследняя лицевая, кромочную соединила с петлей с боковой спицы, все. Далее разворачиваюсь и продолжаю вязать лицевыми петлями, соединяю боковые петли по 2 вместе, кромочную петлю с боковой спицы по 2 вместе провязываю, точно так же соединяю, как я вязала всю пятку, по изнаночной стороне изнаночной петлей, по лицевой стороне лицевой петлей. Так, последняя петля, петля с боковой спицы, 2 вместе провязала. Подтянули, перешли на лицевую сторону.
Опять первую снимаем, провязываем все лицевыми и последнюю соединяем с петлей с боковой спицы лицевой петлей. Довязываю я последний ряд по пятке. Так, последние 2 петли у меня осталось. В последнем ряду я их закрываю изнаночной. Теперь перешла на лицевую сторону. Что у нас здесь выходит? 1, 2, 3, 4, 5. 5 изнаночных дорожек. Вот как здесь было 5 петель, вот здесь было 5, 5, 5. Вот здесь, поэтому все совпадает. Теперь закрываю по 2 петли вместе лицевыми. И последние вот здесь 3 закрою вместе. Две петли подтянула, опять 2 петли вместе провязала, спицу не могу развернуть здесь, но так, осталось у меня 3 петли, соединяем, все. Теперь далее что сделаем? Для лучшей посадки, чтобы хорошо сидел на ноге, вот этот вот верх нам нужно обвязать крючком, чтобы не растягивался потом сильно. Вот так вот. Значит, обвяжу сейчас крючком. Один раз я прошлась столбики без накидов всего лишь. И попутно вот для отделки, и также будет держать следок. И для украшения свяжу воздушными петельками вот такую вот веревочку. И проденем по всему верху. Значит, сейчас что делаем? Крючок у меня маленький, номер 5, 1,50 миллиметров. Вот еще. Вот, соберем этот верх, немножко подтянем при необходимости, чтобы не было растянуто. Все, столбиками без накидов, самое простое. Под верхних 2 дужки ввела крючок, петельку вытащила, ниточку захватила и провела. Все, обвязываем. Продолжаю обвязывать. Вот хотела остановиться на язычке. Здесь довязала до угла для тех, кто, допустим, крючком, может быть, первый раз вяжет. Вот с уголка в одну и ту же дырочку я 2 раза ввожу крючок, чтобы не затягивал этот угол. Поэтому вот так вот. И вот этот вот хвостик вот так вот проложим, заплетем его. Подтянем. Все, продолжаем далее обвязывать. При желании можно и 2 раза обвязать. Еще 1 раз пройтись. Довяжем до конца, обрежем нить, закрепим хвостик. Что-то я вот хвост этот закончили обвязывать вверх. Теперь далее ниточку здесь закрепим. Все, хвостики все попрячем. Под ниточками внизу где-нибудь вот там подальше сделаем еще 1 узелок. Так, теперь что у нас получилось? Вот так вот. Далее воздушными петлями я связала вот такую вот веревочку, шнурочек. Сколько у меня в сантиметрах, сейчас я вам его замеряю.
вдвое сложила. Ну вот, 25 напополам, 50 где-то выходит, да? Опять же, зависит от вашего размера. Основной пряжи вот у меня осталось грамм 30. Бюджетные такие. Теперь, что я сделаю? Вот здесь вот теперь протянем. Смотрите, вот как раз у нас здесь начало идет 2 накида, дырочки. Вот так вот мы сейчас протянем этот шнурок. И на этом будет все. Так, выведем его вот сюда. Потом вот эти вот хвосты я пообрезаю, пока их оставила, чтобы удобнее было захватывать. И здесь далее через каждые вот 3 ряда я протягивала. Через сантиметр, через 3 изнаночных дорожки. Вот так вот я делала. И по всему верху поравняли. Теперь опять раз, два, три. Опять вытащили. Разровняли. И так до конца. Так, все, вывела я эти веревочки наперед. Теперь при необходимости можно подтянуть, можно растянуть. И просто как декор остается у нас. Все. Работа закончена. И у меня на этом сегодня все. Вот так вот. Все, девочки, всем легких петелек. Всем спасибо за просмотры, за оставленные лайки и комментарии. Всем пока-пока, до новых встреч.